8 сентября 2001 года на пресс-конференции в Сант-Агате был представлен Lamborghini Murcielago, первый суперкар, выпущенный под крылом концерна Volkswagen Audi Group. Спустя 3 дня на франкфуртском автосалоне состоялась его мировая презентация. Самый главный вопрос, который витал в воздухе – останется ли эта модель настоящим Lamborghini? Murcielago был построен на основе стального пространственного каркаса, усиленного центральной частью и днищем из углеродного волокна с сотами. Заявлялось, что такая конструкция была на 60% прочнее, чем у предшественника Diablo. Также у версии Diablo VT позаимствовали систему полного привода. В результате изменения настроек на переднюю ось теперь передается лишь 30% крутящего момента. Существенно изменилась и колея. Она стала на 25 мм шире, чем у самой последней 6-литровой версии Diablo. Компоновка осталась традиционной. Сзади разместили V12 объемом 6,2 литра, выдававший 580 лошадиных сил. И да, это был тот самый мотор, происхождение которого уходит в далекое прошлое, к истокам возникновения марки. Тогда, в 60-х годах, Ферруччо Lamborghini поручил Джотто Биццарини создать современный силовой агрегат с 2 верхними распредвалами. В результате получился, пожалуй, самый передовой V12, выпускавшийся в то время. Невероятно, насколько высокий потенциал скрывался в нем, если спустя 40 лет, благодаря передовым на тот момент технологиям, удалось вновь поразить всех его характеристиками. Разгон до 62 миль в час занимал всего лишь 3,8 секунды, а максимальная скорость достигала 330 км в час. Это было поистине впечатляюще для своего времени. Салон наконец-то стал тем местом, в котором можно было проводить долгие часы, не страдая от боли в спине. Конечно, нельзя не упомянуть заслуги его предшественника Diablo, в котором инженеры постарались учесть потребности водителя, избавившись от большинства недостатков модели Countach. И теперь салон стал еще более удобным и дружелюбным к пассажирам, хотя для унификации и снижения затрат был наполнен переключателями и кнопками из существующих моделей Audi. Несколько слов о внешнем облике. Планы по замене Diablo вынашивались в компании Lamborghini задолго до ее продажи концерну VAG. Еще в 1995 году были запланированы работы по созданию суперкара на модифицированном шасси Diablo с самым мощным V12 из доступных на тот момент. Проект получил кодовое обозначение P147. Разработка велась параллельно 2 группами. Первая работала с проектом от Марчелло Гандини, а вторая реализовывала дизайн, созданный с помощью компьютерных технологий Нарихоко Харады из ателье Загата. Прототип этого автомобиля отличался наличием огромных боковых воздухозаборников, которые служили для подачи потоков воздуха и охлаждения радиаторов. В соответствии с техническим заданием, радиаторы оставались в задней части автомобиля и не могли быть перемещены вперед. Прототип получил рабочее название Канта, и в 1997 году во время испытаний он даже привлек внимание папарацци. Однако в следующем году, после того, как Lamborghini была приобретена немецкой компанией, Фердинанд Пих принимает решение отменить проект и отказаться от всех наработок. Причиной такого бескомпромиссного решения стало его убеждение, что внешний вид автомобиля был устаревшим еще до начала производства. Поэтому проект 147 был отправлен на доработку. Работы поручили не только Марчелло Гандини и еще нескольким студиям, таким как Idea, Bertone, Zagata, но и своему штатному дизайнеру Люку Донкервольке, прошедшего путь от Audi и Шкоды до руководства обновлением модели Diablo. В мае 1999 года было принято финальное решение. Из всех вариантов был одобрен простой эскиз, созданный 34-летним Люком. Таким образом, Murcielago стал первым Lamborghini, дизайн которого не был создан итальянцем.
Дон Кервольке решил проблему охлаждения воздушного потока, добавив задние воздухозаборники с электроприводом. Открываясь вверх, они увеличивали поток воздуха, который поступал к радиаторам, установленным сзади, примерно вдвое. Также возможно было активировать эти заслонки вручную из салона. В задней части автомобиля был установлен автоматический выдвижной спойлер. На скорости от 130 км в час он активировался под углом 50 градусов, а после достижения 220 км в час угол наклона увеличивался до 70. В числе приятных опций, редко встречавшихся даже на дорогих автомобилях того времени, были омыватели фар, а сами фары были биксеноновыми. Проект Канта в итоге оказался вовсе не напрасным и послужил основой для интерьера Мурчилаго. В новой машине было больше пространства для головы и плеч в сравнении с Диабло, на 40 и 30 мм соответственно. На ковшеобразных сиденьях впервые были установлены регулируемые спинки. Практически каждый сантиметр поверхности салона был обшит натуральной кожей. Современники отмечали, что руль больше не перекрывает некоторые датчики панели приборов, а органы управления аудиосистемой находятся в легкой досягаемости. В стандартное оснащение входили кондиционер, электрические стеклоподъемники, электрозеркала, аудиосистема и несколько подушек безопасности. В качестве опций были доступны спутниковая навигационная система, двухцветная обивка, контрастная строчка, а также трансмиссия с укороченными передачами с 3 по 6. А еще покупатель мог заказать себе систему, которая на низких скоростях поднимала переднюю часть автомобиля почти на 2 дюйма, чтобы избежать повреждения низкого спойлера переднего бампера, например, при заезде на заправку или переезде через лежачего полицейского. Все панели кузова были изготовлены из углеродного волокна, за исключением стальной крыши и алюминиевых дверей. Стоит отметить, что особенностью суперкаров от Lamborghini, начиная с модели Countach, стали знаменитые двери-ножницы. Эта традиция была продолжена в модели Diablo, а затем и в Murcielago. Однако в последней двери открывались на 5 градусов шире, и что еще более важно, пороги были занижены на 25 мм. Все эти изменения сделали посадку в салон более удобной и добавили суперкару немного больше практичности. Возможно, внешний вид Murcielago был менее экстравагантным, чем у его предшественников, однако он всегда выглядел гармонично и привлекательно, не только в момент своего появления, но и сейчас, спустя почти четверть века. Автомобиль получил имя Murcielago, что в переводе с испанского означает «летучая мышь», вовсе не в честь ночных крылатых созданий. Следуя давней традиции называть свои модели в честь знаменитых боевых быков, и новинку в этот раз тоже назвали в честь героя Корриды. По легенде, в 1879 году в Кордове бык с таким именем выстоял в невероятном бою, получив 24 удара шпагой от матадора Рафаэля Молина Санчеса. Благодаря поддержке зрителей животное было спасено. Позже этого быка якобы приобрел никто иной, как Дон Антонио Миура, тот самый человек, который вывел знаменитую породу быков Миура. Именно в честь них был назван первый среднемоторный суперкар Lamborghini, с которого началась эта традиция. Кстати, потомок Дон Антонио в третьем поколении, Эдуардо Миура Фернандес, продолжал дело своих предков и даже был близким другом Ферруччо Ламборгини. Было бы странно, если бы у него не было одного из творений Ферруччо. И действительно, он приобрел Lamborghini Miura, который, кстати, был 4-м по счету произведенным экземпляром. Однако мы немного отклонились от темы. Итак, предыдущие владельцы Lamborghini, компании Chrysler и Megatech, не смогли вывести своих подопечных из Сант-Агаты из ситуации нестабильности и постоянной нехватки средств. И вот теперь, после попадания под крыло богатого концерна, чьи финансовые возможности примерно в то же время позволили приобрести не только итальянское предприятие, но и такие известные бренды, как Bugatti и Bentley, ситуация стала более благоприятной.
Последовали значительные финансовые вложения, и к тому же Lamborghini получила полный доступ к техническим ресурсам ВАК. Теперь производственные процессы осуществлялись на более высоком уровне качества, чем раньше. В результате всех этих мер запуск первого серийного автомобиля состоялся в октябре 2001 года. Murcielago был последним Lamborghini с мотором V12, который оснащался механической шестиступенчатой коробкой передач. На франкфуртском автосалоне в сентябре 2003 была представлена новая полуавтоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками, которая позволяла вручную переключать передачи, как на болидах Формулы-1. Она получила название e-Gear и имела 3 режима: стандартный Normal, для быстрого переключения передач в режиме Sport и для сложных дорожных условий Low Adherence. Впоследствии подобная технология была применена и другими автопроизводителями. Murcielago, несмотря на свои впечатляющие характеристики, оказался очень дружелюбным. Все, кто испытывал эту машину, пришли к выводу, что можно быть удивительно быстрым, не жертвуя комфортом во время езды. Журналисты тепло приняли Murcielago и постоянно высказывали положительные отзывы о нем в своих статьях. В 2002 году американский журнал Road and Track провел его испытания на пыльном полигоне и смог разогнать его до 60 миль в час за 3,6 секунды, ставя его на один уровень с такими знаковыми суперкарами, как Ferrari F50 и McLaren F1. Автомобиль в движении описывали так: на первый взгляд Lamborghini кажется большим и неповоротливым, но после того, как вы освоитесь с его динамикой, это ощущение сразу же уходит. Murcielago стал настоящим успехом для компании Lamborghini. В 2002 году стартовая цена составляла 163 тысячи фунтов, примерно 230 тысяч долларов, что было немного больше, чем у Ferrari 575 Maranello. За первый год было продано 424 автомобиля, и спрос продолжал расти. Появление младшей модели Gallardo только способствовало увеличению производства на заводе Санта-Агата, где теперь выпускали 1000 автомобилей в год. А ведь в 1997, последнем году работы предыдущего владельца, было произведено менее 200 автомобилей. Таким образом, можно уверенно сказать, что переход под крыло корпорации ВАК оказался явным успехом с точки зрения успешности бизнес-модели. И произошло это менее чем за 10 лет. В 2003 году компания Lamborghini выпустила специальную серию автомобилей в честь своего 40-летия. Тираж составил 50 единиц. Все они были окрашены в перламутровый цвет Verde Artemis и оснащены легкосплавными дисками с оттенком серого антрацита. Технически они полностью соответствовали стандартным моделям Murcielago, за исключением перенастроенной выхлопной системы. Некоторые отличительные особенности юбилейной версии включали в себя серебристые тормозные суппорты и карбоновые панели по бокам перед воздухозаборниками. Также боковины сиденья водителя были обтянуты перфорированной кожей, в то время как сиденье пассажира имело гладкую стандартную кожаную отделку. На автосалоне в Детройте в январе 2003 года был представлен прототип Murcielago Barchetta, который был встречен теплым приемом. Чуть более чем через год, в марте 2004 в Женеве, была показана серийная версия этого автомобиля, названная Roadster. Этот вариант практически полностью повторял стилистические решения прототипа. В результате модификации шасси и установки дополнительной распорки над двигателем, Roadster весил на 29 килограммов больше, чем купе. Внешне он отличался уменьшенным ветровым стеклом, измененными задними стойками и стилистически иной крышкой двигателя, которая откидывалась назад, открывая доступ к силовому агрегату. Новые пятиспицевые колесные диски перекочевали с концепта без изменений и даже стали опцией для купе. Как и в случае с юбилейной версией, зачастую сиденье водителя было обтянуто перфорированной кожей, в то время как сиденье пассажира было обычным. Roadster был спроектирован для поездок с открытым верхом, поэтому у него не было полноценной крыши. В случае непогоды владелец мог использовать легкий брезентовый верх, который хранился в специальной кожаной сумке в багажнике. Когда он был установлен, максимальная скорость ограничивалась 160 км в час.
Немного позднее, в 2007 году, журнал Top Gear описал Roadster следующим образом. Без крыши он выглядит еще более агрессивно, чем купе, и когда вы видите его на дороге, это вызывает настоящий физический шок. Этот потрясающий концепт-кар стал реальностью, и итальянцы гордятся им. Это автомобиль, который полностью соответствует великим Миура и другим итальянским суперкарам. В 2005 году на обеих моделях Мурчелага была проведена модернизация тормозной системы. Для этого были использованы более эффективные тормозные суппорты, аналогичные тем, что устанавливались на Гаярдо. Однако производство модернизированных машин было недолгим и прекратилось в начале 2006 года, чтобы уступить место более мощной, обновленной версии LP640, которая была представлена на Женевском автосалоне в марте. За это время было произведено 2223 единицы. Из них 1788 были выпущены в кузове купе, а остальные 435 были родстерами. За свою более чем 50-летнюю историю компания Lamborghini лишь изредка поддавалась искушению заняться автоспортом, и часто это происходило без особого успеха. Однако из-за растущего спроса клиентов на гоночные автомобили с высокими техническими характеристиками, давний специалист по тюнингу Lamborghini компания Rayter Engineering и Audi Sport разработали версию, соответствующую правилам Fiat GT. Прототип RGT был представлен на автосалоне во Франкфурте в 2003. Он получил гоночный вариант чуть уменьшенного до 6 литров двигателя мощностью 590 лошадиных сил, шестиступенчатую секвентальную коробку передач Холлингер и шестипоршневые тормозные суппорты Brembo. Машина была облегчена до 1100 кг, в том числе за счет кузова, выполненного из углеродного композита, и получила новый обвес с большим задним антикрылом. В соответствии с правилами, а это был запрет полного привода с подрулевым переключением передач, полностью была переработана трансмиссия. Полный привод заменен задним. Компания Rayter построила около 11 автомобилей RGT за период с 2003 по 2009 годы, в том числе и версию гоночного автомобиля Le Mans Edition. В 2008 на автосалоне в Эссене была показана дорожная версия, поступившая в продажу к концу года. Автомобиль по-прежнему оставался заднеприводным и внешне отличался новыми карбоновыми передним и задним спойлерами, диффузором, а патрубки выхлопной системы переехали вверх, расположившись между задними фонарями. К сожалению, Murcielago RGT каких-то серьезных результатов в состязаниях не показал, как не было успехов и в гонке 24 часа Le Mans. С появлением версии LP640 объем двигателя вырос до 6,5 литров, а мощность увеличилась до 640 лошадиных сил. Время разгона с 0 до 62 миль в час сократилось с 3,8 до 3,4 секунды, а максимальная скорость достигла 211 миль в час. Чтобы справиться с дополнительной мощностью и крутящим моментом, все та же шестиступенчатая коробка передач была модифицирована. Задние дифференциалы полуоси также получили усиленную конструкцию. Под стать двигателю также внесены серьезные изменения и в подвеску, установлены новые пружины, амортизаторы и другие элементы. По сравнению с предшественником появились тормозные диски большего диаметра, а для четырехканальной антиблокировочной системы тормозов и электронной системы распределения тормозных усилий было использовано новое программное обеспечение. Индекс LP возродил традицию добавления аббревиатуры к названию модели, которая была утеряна вместе с Countach. Напомним, что аббревиатура LP происходит от итальянского longitudinale posteriore, что означает продольный задний, отражая концепцию расположения двигателя, которую продолжают продвигать инженеры Lamborghini. Как уже было сказано, дебют обновленной модели состоялся на Женевском автосалоне в марте 2006 года. Несмотря на то, что в целом большинство элементов внешности остались без изменений, новинку можно было легко отличить по новым бамперам, порогам, спойлерам, зеркалам и задним фонарям. Передний бампер получил более крупные воздухозаборники новой формы, а также ярко выраженный спойлер, увеличивший общую длину автомобиля на 30 мм.
а более аэродинамичные наружные зеркала увеличили общую ширину на 13 мм. Задний бампер тоже был обновлен, получив немного другую форму, а также центральный диффузор, в который была интегрирована единственная выхлопная труба вместо двух ранее. Сзади теперь установлены светодиодные фонари, заменившие оригинальные с 4 вертикальными секторами. В салоне обновился щиток приборов, но 6 циферблатов остались на своем месте. На центральной консоли установлен новый информационно-развлекательный дисплей Kenwood размером 6,5 дюймов, поддерживающий форматы MP3 и DVD. Сиденья были модифицированы, чтобы увеличить пространство над головой водителя и пассажира. Покупатели могли заказать новую ромбовидную прострочку кожаных элементов салона, которая придавала интерьеру еще больше роскоши. Также была предоставлена возможность выбирать комбинированную отделку из кожи и алькантары или полностью из алькантары. Впервые для модели купе была предложена асимметричная отделка сидений водителя и пассажира с перфорированной и обычной кожей соответственно. Помимо изменений во внешности и в интерьере, автомобиль получил расширенный ряд опций. Вместо стандартных тормозных дисков можно было установить керамические композитные, а тормозные механизмы были обновлены до 6-поршневых суппортов. Владельцы LP640 также имели возможность заменить стандартную крышку двигателя с горизонтальными рейками в стиле Miura на вентилируемые прозрачные стеклянные панели, которые позволяли увидеть V12 во всей своей красе. В уже упоминавшейся статье журнала Top Gear был сделан вот такой вывод о родстере LP640. Ни один суперкар не сравнится с ним и, возможно, никогда не сможет это сделать. Вероятно, мы уже достигли зенита. Скорее всего, немцы внедрят слишком много немецкого в будущую замену Мурчелага. У меня и, возможно, у вас тоже никогда не будет таких средств, чтобы потратить 200 тысяч фунтов стерлингов на этот автомобиль. Но тот, кому повезет, должен обязательно включить LP640 в свой список. На парижском автосалоне в сентябре 2006 года было объявлено о выпуске ограниченной партии из 10 купе LP640 в исполнении Versace. Покупателям предлагался выбор из двух цветов кузова – Isis White и Aldebaran Black. Оба варианта комплектовались черными глянцевыми колесами. Внутри автомобиля были установлены двухцветные сиденья, отделанные по краям черной кожей, в то время как центральная часть была белой. На сиденьях, а также на центральном подлокотнике и задней перегородке была вышита знаменитая фирменная строчка торговой марки Versace. На задней части центрального подлокотника была установлена табличка из серебра с индивидуальным номером. Каждый автомобиль поставлялся в комплекте с именным и пронумерованным набором сумок от Couture, парой ботинок из телячьей кожи и фирменными водительскими перчатками Versace. С июня 2008 года эксклюзивная версия Versace стала доступна и для родстера. Она включала все те же дополнения, что и на купе, но основным отличием была новая стеклянная крышка двигателя, которую ранее нельзя было заказать на открытую машину. Точное количество открытых версий в таком исполнении доподлинно неизвестно, однако спрос был настолько мал, что произвели всего лишь несколько единиц. На автосалоне в Детройте в январе 2008 года компания Lamborghini представила программу персонализации Мурчелага под названием Ad Personam. Теперь покупатели могли выбирать из нового разнообразия матовых цветов краски, а также заказывать черные глянцевые панели и вставки из углеродного волокна для интерьера. В 2007 году появился Reventон. Он был основан на модели Мурчелага LP640, но не имел с ним ни одной общей кузовной панели или элемента освещения.
Благодаря своему дикому и безумному внешнему виду, как описывали его журналисты, которые посетили франкфуртский автосалон, где он был представлен, и его особому матово-серому цвету, он часто сравнивался с автомобилем Бэтмена или самолетом-невидимкой. Вот как описывал его журнал «Автокар». Ревентон – это шоу-стоппер. Обычный мурчелага останавливает движение и заставляет оборачиваться. Ревентон же свернет шею у окружающих и заблокирует городские улицы на несколько часов. Суперкар имел на 9 лошадиных сил больше, чем исходная модель, и оснащался только 6-ступенчатой коробкой передач и гир. Максимальная скорость достигала 224 миль в час, но поражал вовсе не этот факт, а его цена – 1 миллион 400 тысяч долларов. Удивительно, но весь тираж был продан еще до официальной презентации модели. Всего было выпущено 21 купе и 15 родстеров. Ревентон также стал отправной точкой для компании Lamborghini в выпуске лимитированных и специальных серий, за что ее до сих пор нередко критикуют. В марте 2009 года Roadster получил версию 654. Благодаря обновленному программному обеспечению управления двигателем, мощность увеличилась на 10 лошадиных сил по сравнению со стандартной моделью. Крутящий момент при этом остался неизменным. Этот вариант был выпущен ограниченным тиражом в 50 экземпляров и помимо немного более мощного двигателя имел ряд уникальных особенностей. Каждый автомобиль был окрашен в серый цвет Grigio Telesto с оранжевыми акцентами оранчево на переднем спойлере, фарах, тормозных суппортах, порогах, боковых воздухозаборниках и элементах заднего бампера. Прозрачная крышка двигателя входила в стандартную комплектацию вместе с трансмиссией и гир. В салоне используется сочетание черной кожи, алькантары и оранжевой строчки оранчо. Подрулевые лепестки и круглый элемент с режимами движения на центральной консоли также выполнены в оранжевом цвете. Перед тем, как рассказать о заключительной и самой мощной версии Murcielago Super Veloce, стоит отметить, что точных данных о количестве произведенных модификаций LP640 на данный момент нет. Однако, исходя из информации из нескольких источников, можно предположить, что было построено примерно 1300 купе и около 450 родстеров. Спустя чуть более 3 лет после обновления Murcielago, Lamborghini решила представить специальную версию SV, которая возродила название самых высокопроизводительных автомобилей компании. История этой аббревиатуры началась в 1970-х годах, когда последние серийные модели Miura, выпущенные с 1971 по 1973 годы, носили обозначение SV, что расшифровывалось как Sprinter Veloce – быстрое ускорение. Во второй половине 90-х годов модель Diablo также получила обозначение SV, но теперь оно означало Sport Veloce – быстрый спортивный. А для Murcielago определение SV было изменено на Super Veloce – супербыстрый или сверхбыстрый. Отныне новая модель называлась LP674 SV, и она дебютировала на Женевском автосалоне в марте 2009 года, став самой экстремальной дорожной версией Murcielago. Благодаря настройкам двигатель SV развивает 670 лошадиных сил, что на 30 больше, чем у версии LP640. В 2010-х годах это были впечатляющие показатели. Заявленное время разгона до 100 км в час по данным Lamborghini составляло 3,2 секунды. Внешний вид этой версии отличается увеличенными воздухозаборниками, дополнительной отделкой из углеродного волокна и задним антикрылом. Трудно заметить невооруженным глазом, но СВ удалось сбросить 100 кг снаряженной массы. Это было достигнуто путем отказа от систем активного аэродинамического обвеса, использования современных высокопрочных, но облегченных сплавов в каркасе, более легкого выхлопа
и пересмотра точек крепления двигателя в моторном отсеке. Суперкар получил перенастроенное шасси, новые кованые диски от компании Ares Design, шины Pirelli Pizzera Corsa, а также опциональные карбоновые тормоза. Покупателям предлагались два варианта фиксированных задних крыльев. Однако большинство предпочитало заказывать большое крыло в виде опции Aeropack, хотя оно и ограничивало максимальную скорость до 337 км в час, в то время как с меньшим крылом можно было разогнаться на 5 км в час быстрее. Еще одной опцией, которую почти никто не выбирал, была механическая коробка передач. Считается, что из 261 автомобиля в исполнении СВ только 5 были оснащены 3 педалями. Варианты выбора цвета включали 5 стандартных оттенков: Giallo Orion, Arancio Atlas, Bianco Isis, Grigio Telesta и Nero Aldebaran. Кроме того, предлагались два матовых оттенка в качестве опции: Bianco Canopus и Nero Nemesis. На пекинском автосалоне в апреле 2010 года Lamborghini представила лимитированную версию SV China. Машина была окрашена в матово-серый цвет и имела черно-оранжевую полосу, проходящую по центру кузова сверху, а также графику SV и опцию Aeropack. Внутри автомобиля находилась номерная табличка с именем первого владельца, рулевое колесо из микрофибры и карбона, а также лепестки переключения передач и накладка на центральном тоннеле оранжевого цвета. В подобном исполнении было выпущено всего лишь 10 таких экземпляров. Британский журнал Car, протестировав агрессивную версию SV в 2009 году, пришел к выводу, что она является лучшей в линейке Murcielago. Хотя более легкая и потрясающая Ferrari 430 не уступает ей в динамике, она все-таки не способна доставить столько эмоций, насколько это может Lamborghini, начиная от внешнего вида и заканчивая звуковым сопровождением. Супер Veloce стоимостью почти 266 тысяч фунтов стерлингов оправдывает каждый пенни, который за него просят. А автомобильный журнал Автокар описал свой опыт знакомства с СВ следующим образом. На дороге этот автомобиль ведет себя очень агрессивно даже для Lamborghini. СВ, возможно, не является самым быстрым или самым комфортным суперкаром на дороге, но он один из самых захватывающих, которые когда-либо существовали. Это очень смелое заявление от Lamborghini. Несмотря на некоторые недостатки, которых в этот раз не так уж и много, мы его любим. Стоит заметить, что выпуск этой версии был просто обречен на то, чтобы покинуть дороги и стать объектом вожделения гаражных коллекционеров. Совпадение выпуска самой мощной версии SV с развитием мирового финансового кризиса привело к нарушению планов Lamborghini по выпуску 350 автомобилей. Низкие продажи привели к тому, что прекращение производства произошло задолго до достижения этой цели, остановившись на отметке в 261 единицу. А производственные линии заводов Сант-Агате перенастраивались на выпуск нового флагмана Lamborghini, модель Aventador. В начале своего пути на модификацию Super Veloce спрос оказался крайне низким, и можно было считать ее коммерческим провалом. Однако со временем ситуация изменилась, и он стал одним из самых желанных спортивных автомобилей. Он завоевал репутацию одного из лучших суперкаров в истории. Murcielago SV – это не только редкий автомобиль с потрясающими характеристиками, но и последний настоящий Lamborghini, который уходит своими корнями к творениям харизматичных инженеров прошлого века. Кто-то охарактеризовал его как спорткар, сочетающий в себе элементы прошлого и настоящего, что придает ему большую ценность по сравнению с более современными, но технологичными моделями Lamborghini. Конечно, нельзя сказать, что Aventador, преемник Murcielago, был хуже. Просто это была полная перезагрузка, которая позволила компании получить стабильную прибыль благодаря увеличению продаж более чем вдвое. Это всего лишь бизнес, ничего личного.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Мурчелага, первый проект под крылом концерна ВАГ, сохранил свою уникальность и итальянские корни, уходящие в 90-е, 80-е и даже в 70-е годы. Так что на заданный в начале выпуска вопрос, останется ли эта модель настоящим Lamborghini, можно с уверенностью ответить положительно. Это эволюция Диабло, которая стала более надежнее благодаря немецкому контролю качества. В период с 2001 по 2010 годы было произведено 4099 единиц всех модификаций Мурчелага. Давайте по традиции рассмотрим рынок Мурчелага. Начнем с обычной версии купе, поступившей в продажу в 2001. Мы видим, что спрос на них медленно, но уверенно растет. В настоящее время их средняя стоимость колеблется в пределах 250-270 тысяч долларов. Однако, конечно, есть исключения, о которых мы любим рассказывать. В августе 2021 на аукционе Sotheby's в калифорнийском Монтерее был продан автомобиль 2003 года в очень редкой расцветке Blue Ally Metallic с кремовым салоном. Почти 3 года назад его продали за 445 тысяч долларов. Но самые дорогие машины были реализованы на площадке Bring It Trailer. В августе 2023 года серый Мурчелага более позднего выпуска 2006 года был продан за 464 тысячи долларов. Однако, как мы увидим, он не смог побить рекорд, установленный в декабре 2021, когда зеленое купе того же 2006 года выпуска было продано за 515 тысяч. Интересно, что все 3 упомянутые машины были выпущены для североамериканского рынка. Что касается юбилейной серии, то эта модификация редко встречается, но самая дорогая из них была также продана на площадке Bring It Trailer в апреле 2022. Цена этой четвертой по счету из 50 произведенных машин составила 525 тысяч долларов. Далее обратим внимание на Родстер. Из-за очевидной причины, такой как меньшее количество произведенных экземпляров, он гораздо реже встречается в продаже по сравнению со своим старшим братом. Наблюдается тенденция роста цен на Родстер за последние годы, но она довольно плавная. В среднем цены на них колеблются примерно в том же диапазоне, что и на купе. Однако нас, как всегда, интересует исключение из этого правила. В апреле 2022 в Париже аукционный дом Агуте продал серый Родстер с механической трансмиссией за 363 800 евро, примерно 392 тысячи долларов. А самым дорогим Родстером, даже дороже, чем купе, всего лишь несколько месяцев назад, в январе 2024 стал вот этот оранжевый экземпляр, также с механической коробкой передач. Он был продан на площадке Cars and Beats за 650 тысяч долларов. Логично предположить, что обновленные и мощные модификации LP640 окажутся более желанными, чем ранние версии. И это действительно так. Средняя цена купе составляет примерно 290-300 тысяч долларов, а Родстера немного выше – 300-310 тысяч. Отличившимся купе, выделяющимся из общего списка своей поразительной ценой, стал вот этот ярко-синий суперкар 2007 года выпуска, в августе 2023 проданный на Cars and Beats за 710 тысяч долларов. Кстати, эта машина также оснащена механической коробкой передач. Наверное, сейчас можно предположить, что следующей рекордной ценой нас удивит Родстер, но нет. Самым дорогим автомобилем с открытым верхом оказался вот этот оранжевый Мурчелага, произведенный в 2008 году. На очередном онлайн-аукционе, в этот раз на P-Car Market, в марте 2022 его продали за 460 тысяч долларов. А как насчет самой агрессивной версии Super Veloce? Может быть, именно она занимает вершину самых топовых сделок? Интересно, что на рынке суперкаров она начала появляться совсем недавно. Более-менее активные продажи были заметны начиная со второй половины 2022 года, и буквально за несколько лет цены выросли с отметки чуть менее 400 тысяч долларов до 500-600 тысяч. Самый дорогой автомобиль в исполнении СВ затмевает все предыдущие вариации Lamborghini Murcielago.
Например, купе, выполненное в спецификации для канадского рынка с немного модернизированной выхлопной системой, было продано на площадке Bring It Trailer в декабре 2022 года за невероятные $865 тысяч. Однако рынок этих модификаций пока неоднозначен из-за нестабильной мировой экономической ситуации. Тот же автомобиль был выставлен на торги на интернет-аукционе Cars and Beats в июне 2023 и был продан там за $700 тысяч. Есть еще один интересный пример несостоявшейся сделки на торгах аукциона Mecum в августе 2022. Эффектный черный СВ достиг самой высокой ставки в $1 миллион, однако этой суммы не хватило, чтобы закрыть сделку. Продавец, видимо, рассчитывал на более высокую стоимость продажи. Еще одна модификация, о которой стоит упомянуть отдельно – гоночная версия RGT. Мы помним, что за период с 2003 по 2009 годы было изготовлено всего 11 таких шасси. Из них 2 всплыли друг за другом в середине 2023 года в продаже. Сначала в мае Sotheby's выставил на торги экземпляр, выступавший в 2004 году на 4-м этапе американской серии Le Mans в Саноме. Владелец команды Kron Barbour Racing Трейси Крон, лично пилотирующий его вместе с гонщиком Дэйвом Маккенти, занял достойное 16 место в общем зачете и второе в классе GTS. Цена этой машины составила €680 тысяч, примерно $736 тысяч. А второй болид в июне 2023 засветился на портале Broadero Private Sales. Известно, что шасси 01053 в апреле 2004 принимало участие на втором этапе соревнований Fiat GT в Валенсии, выставляясь от команды Rayter Engineering, той самой, которая изготавливала гоночные версии Мурчелага. Под управлением гонщиков Оливера Гейвина и Питера Кокса они заняли 3-е место в абсолютном зачете. Спортивный автомобиль в итоге не был продан, а последняя запрашиваемая за него цена составляла $925 тысяч. И, наконец, предлагаем завершить обзор рынка обособленной моделью, которая хоть и базировалась на платформе Мурчелага, но всегда следовала своим собственным правилам и находилась в более высоком ценовом сегменте. Речь идет, конечно же, о модели Reventon. Продажи этого редкого суперкара можно посчитать по пальцам, и все они измеряются миллионами долларов, как, например, вот эти 2 купе, проданные Sotheby's в 2022 за $1 821 000 и $1 952 000. Ну и в заключение давайте пробежимся по ближайшим мировым аукционам и посмотрим, какие модификации Мурчелага предлагаются в их программах. В мае в Монако аукционный дом Sotheby's выставляет ранний экземпляр оранжевого купе 2002 года с пробегом около 25 тысяч километров. Ожидается, что за него смогут выручить 320-370 тысяч евро, примерно $340-395 тысяч, что явно выше среднерыночных цен на подобную версию. А вот аукцион Bonhams в ближайшие месяцы припас целую россыпь ярких жемчужин. Сначала на тех же майских мероприятиях в Монако мы сможем увидеть родстер 2005 года выпуска с механической коробкой передач, принадлежавшей бельгийскому гонщику Формулы-1 Тьерри Буцену. Предполагается, что его цена составит 500-600 тысяч евро, примерно $533-640 тысяч, на что явно повлиял статус предыдущего владельца. Затем 11 июня на торгах в Брюсселе появится более мощный обновленный родстер LP640. Здесь, правда, без каких-либо поражающих воображение факторов. Предполагаемая стоимость чуть меньше среднерыночной – 200-240 тысяч евро, примерно $213-256 тысяч. В конце июня на аукционе в Швейцарии выставляется редчайший родстер LP640 в исполнении Versace. Его эстимейт составляет 300-400 тысяч швейцарских франков, примерно $330-440 тысяч. Ну и в качестве приятного бонуса на том же самом мероприятии в Швейцарии Bonhams приготовил уникальный лот – Lamborghini Reventon с пробегом менее 5000 километров.
Не ожидается, что он установит какие-либо рекорды по выручке, исходя из предполагаемой суммы, которая составляет 1 400 000 1 700 000 швейцарских франков, примерно 1 540 000 1 870 000 долларов. Однако нельзя исключать возможность борьбы за одну из самых редких моделей Lamborghini, в пылу которой эти самые рекорды и устанавливаются. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.